Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Представьте себе гигантскую развлекательную компанию с тщательно выстроенной маркетинговой стратегией и продуманными планами, которая внезапно теряет контроль над своим главным продуктом. Не из-за конкурентов, не из-за скандала, а из-за чего-то гораздо более мощного – аутентичности артиста. Сегодня мы расскажем, как Ким Таe-хеон с его естественным обаянием, неподдельной харизмой и чистым влиянием доказал, что никакая маркетинговая стратегия не сравнится с силой подлинности. Неужели это страх-хайп, который наконец стал реальностью? Давайте разберемся в фактах этого феномена. То, что должно было быть обычным возвращением с личного путешествия, вдруг изменило мир. Когда Ким Таe-хеон ступил на территорию международного аэропорта Гонолулу, привычная картина мгновенно превратилась в глобальный шок. Изначально это было тихое возвращение с отдыха на Гавайях. Но через считанные минуты простая публикация фанатов взорвалась в цифровом пространстве. Скорость реакции была поразительной. Ленты новостей дрожали, фиды переполнялись, миллионы глаз следили за происходящим с завораживающей интенсивностью. В хайп последствия почувствовали сразу. Сообщается, что руководители компании останавливались в середине совещаний, когда на внутренних мониторах появлялся взрыв хэштегов и данных, которых никогда не было прежде. Сначала это казалось обычным моментом в аэропорту, который можно контролировать стандартными процедурами. Но иллюзия быстро разрушилась, когда все крупные корейские СМИ подняли запись, превращая тихую прогулку Таe-хеона в национальную новость. Фраза «В» на Гавайях мгновенно взлетела в рейтингах поисковых запросов от Сеула до Сан-Паулу, вызывая обсуждения на всех крупных платформах. Медиа-департамент Hype срочно включился в режим реагирования, пораженный явлением, которого они совершенно не планировали и не предсказывали. Появление Таe-хеона не было запланировано, анонсировано или продумано, и именно это сделало событие внезапным нарушением тщательно составленного медиакалендаря. Однако сам Таe-хеон двигался с необычайным спокойствием. В белой рубашке, черных свободных брюках и легком бежевом пиджаке, развивающемся на ветру острова, он шел так, будто не замечал шторм, который собирался за его спиной. Его естественная элегантность мгновенно стала сенсацией стиля, тщательно анализируемой фанатами и экспертами почти как криминалистическое расследование. В хайп атмосфера менялась. Восхищение смешивалось с тревогой, когда сотрудники осознавали, что неожиданный момент Таe-хеона превзошел даже самые тщательно продуманные кампании. Некоторые шептали, что никакая маркетинговая система, какой бы мощной она ни была, не способна сравниться с артистом, который может создать мировые заголовки только своим присутствием. Запись из аэропорта выглядела как кинематографическое произведение. Золотой солнечный свет проникал в терминал, когда Таe-хеон вежливо кланялся персоналу. Каждое движение было мягким, но притягательным. Даже простые жесты, легкий наклон головы, медленное помахивание рукой излучали харизму, которую нельзя создать камерой. Когда видео продолжало распространяться, команда мониторинга кризисных ситуаций Hype наблюдала за цифрами в реальном времени, видя рост вовлеченности с удивительной скоростью. Через 6 часов Таe-хеон на Гавайях превзошел совокупные показатели нескольких крупных рекламных кампаний, проходящих одновременно. Один аналитик тихо сказал, что Таe-хеон – феномен, который невозможно предсказать и контролировать. Медиа реагировали мгновенно. Sport Choice назвали это самым элегантным моментом в аэропорту года, а Star News – мастер-классом случайной славы. Тихое молчание хайп, стратегическое или нет, лишь усиливало любопытство публики. То, что компания считала неожиданностью, публика воспринимала как проявление уважения и осторожности. Тем временем Таe-хеон продолжал идти спокойно по терминалу, паспорт в руках, окруженный минимальным количеством персонала, не замечая цифрового взрыва, который он невольно вызвал. Атмосфера вокруг казалась странно тихой и мирной, но наполненной энергией. Даже сотрудники аэропорта шептали его имя с восхищением. Снаружи, за пределами стен компании, мир видел не хаос. Они видели момент, освещенный солнцем, спокойный, незабываемый, который вновь доказывал, почему Ким Таe-хеон остается самой притягательной фигурой своего поколения. В хайп обстановка сменилась от удивления к тревоге. Команда обновляла дашборды каждые несколько секунд, видя, как вовлеченность растет быстрее, чем может предсказать алгоритм. Аналитики сравнивали этот взлет с выпуском крупного альбома, лишь чтобы понять, что это удивительно растет еще быстрее. Осознание этого ударило сильно. Шаг в аэропорту, который не был запланирован и без сценария, превзошел глобальные компании с миллионами долларов бюджета. Руководители начали ставить под вопрос все.
Как один артист, просто идя по аэропорту, может полностью доминировать в глобальных обсуждениях? Социальные сети продолжали взрываться. Фан-аккаунты анализировали каждый кадр, обсуждали нюансы выражения лица, осанки и стиля одежды. Это была лихорадка, характерная для премьеры фильма или красной ковровой дорожки. Но Тэхэон не участвовал ни в том, ни в другом. Он просто существовал, и мир впитывал каждую миллисекунду. Международные СМИ подключились быстро. Американские развлекательные блоги, японские журналы моды и европейские культурные издания назвали этот момент доказательством нового типа знаменитости. Той, что ее сила превосходит маркетинговые стратегии, становясь чем-то инстинктивным и коллективным, чем-то ощущаемым, а не продвигаемым. В домах моды тоже пошли внутренние обсуждения. Аналитики заметили резкий рост поисковых запросов по бежевому пиджаку, свободным брюкам и минималистичным аксессуарам. Некоторые бренды также навидали увеличение трафика на продукцию, никак не связанную с образом Тэхэона. Это было не просто эхо, это была волна с неопределенной силой. В хайп разговоры стали философскими. Одни утверждали, что Тэхэон не просто артист лейбла, он глобальный символ, чье влияние работает на другой частоте, которую компания не может полностью контролировать. Другие опасались, что структура маркетинговой системы теперь проигрывает звезде, которую они должны были поддерживать. Каждый план, каждый контент, каждый график казались хрупкими в сравнении с влиянием Тэхэона просто своим присутствием. Его присутствие само по себе стало маркетинговым событием, незапланированным, неконтролируемым и непредсказуемым. Но за всей этой паникой и восхищением публика видела что-то более простое – мужчину, спокойно идущего по залу, освещенным солнцем после личного путешествия. Они видели искреннюю улыбку, кланяющегося без подготовки и жесты полностью человечные. Ирония в том, что именно человечность сделала его неотразимым для мира. Фанаты описывали этот момент как целительное переживание. Это было похоже на сцену из фильма. Мягкий свет, спокойная атмосфера, главный герой движется грациозно. Ни напряжение концерта и ни гламур красной ковровой дорожки. Момент был тихим, настоящим и интимным, настолько, что невозможно было забыть. Когда появлялись новые ракурсы записи, каждый фрагмент только укреплял повествование. Тэхэон оставался спокойным и уверенным, укрепляя ощущение того, что он находится в сфере неотразимой элегантности, невосприимчивой к давлению, несмотря на бушующий вокруг мир. Когда солнце заходило на Гонолулу, момент стал глобальным феноменом, выходящим за рамки фанатов, медиа и самого артиста. То, что началось как просто возвращение в аэропорт, превратилось в культурное событие, которое изучают, делятся им и пересматривают на всех континентах. В хайп пришло финальное признание. Ким Тэхэон больше не следует правилам звездности. Он переписывает их. Спокойно, естественно и без намерения. И в этом процессе он напоминает всем, что самые мощные моменты – часто те, которых никто не ожидал. В конце концов становится ясным одно – подлинность всегда сильнее любой маркетинговой стратегии. Ким Тэхэон не просто артист, он феномен, который доказывает, что истинное влияние исходит из самого себя, а не из планов других. Хайп, возможно, сегодня получила важный урок. Но мы, как фанаты, можем лишь улыбаться и наблюдать, как эта звезда продолжает писать свою историю. Он не просто артист, он феномен, который меняет правила игры. Одно ясно – мир будет говорить о нем снова и снова. А мы можем лишь сидеть и смотреть за чудом, созданным им самим. Если вы поражены, не забудьте поделиться этим видео. Ведь история Тэхэона только начинается.